Друзья, и снова приветствую вас на канале Разводня как хобби. Вот уже сегодня вечер наступил, день пробежал очень быстро. И я решил еще вечером высадить на нерест своих донюшек, которые у меня уже практически год не рестятся. Но они такие уже, скажем так, староватые для производа. Но все-таки попробуем с них еще сегодня отсадить и получить личинку и малька. Ну а в дальнейшем уже будем нерестить тех, что помоложе. Вот смотрите, наши производители. Смотрите, они такие уже всякие здесь. Ну, они уже такие. Есть, вот, наверное, некоторые самочки закистованные, потому что такие толстые, они непонятно. Хотя они с самцами вместе живут. Ну, сейчас мы их отсадим в нерестовики. Вот. И попробуем их отнерестить. Кстати, по подготовке воды. Вода обычная, водопроводная, прямо с крана, даже не отстоянная. Вот я их залил, обогреватели поставил. Ну вот этот нерестовичок, наверное, мы все-таки отсадим тернецию, потому что сеточки у меня вот такой мелкой на 4 только нерестовика есть. Вот, значит, 2 нерестовика. И вот еще 3. Вот, здесь тоже вода вся водопроводная, без проблем. Продувочку ставить не буду. Я думаю, для 3-4 рыбок до завтра, до обеда никакого тут им воздуха не нужно. То есть они у меня не рестятся и без распылителя. Ну, возможно, по мочалочке еще брошу, для того, чтобы создать, так сказать, интимную обстановку. Ну все, вылавливаю производителей, и сейчас мы на них посмотрим. Ну вот, выловил я всех этих данио, которые там находились в этом аквариуме. Вот смотрите, есть, ну, рыбка, в принципе, вся красивая, вся такая яркая и так дальше. Но мы сейчас попробуем отобрать таких, которые примерно смогут отнереститься. Потому что, видите, есть достаточно такие некоторые толстые, что я сомневаюсь, что от них что-то получится. Но попробуем. Сейчас я их рассажу по аквариумам. И вам, конечно, это все покажу. Итак, смотрим, что у нас получилось. Значит, в этом нерестовичке зеленая самка и красная самка, и остальные самцы красные все. Ну, одни светлее красные, другие темнее, типа бордовые такие. Так, здесь у нас тоже 2 самочки красные самцы и 1 зеленый самец. Вот такой интимчик им устроил здесь. Так, смотрим дальше. Здесь одна самочка зеленая, но она такая валевая и очень-очень крупная. Не знаю, может быть даже закистованная. Но посадил ее одну и 5 самцов. 3 зеленых и 2 красных. Тоже посмотрим, что будет. Теперь здесь. Здесь у меня тоже 2 самочки и 5 самцов. Один из них такой желтоватый, вон такой внизу поплыл. Вот. Ну а в этот нерестовик в один посадил я тернецию. Вот такая желтенькая тернеция, молодая самочка. И красный такой самец. Такой аж горит прямо. Ну посмотрим, кто и что у нас на завтра сделает результат. Посмотрим. Все, для вас пройдет секунда, для меня ночь, и потом опять встретимся. Вот, ночь позади, смотрим результаты. Значит, тернеция. Есть там икринка. Но ее не очень много. И с пузырьками ее так слабовато видно. Но она есть. Ну, она такая беловатая. Поэтому мы не будем ее инкубировать. Так, теперь эта толпа. Пока безрезультатно. Оставляем ее еще на 1 день. Так, здесь у нас. Что у нас результат? Вот смотрите, можно видеть на дне есть икринка. И она практически вся хорошая. Ее не так много, но хорошая. Так, здесь у нас ничего нету. А тоже оставляем этих еще на 1 сутки. Хотя я сомневаюсь, что-то будет. Самочка довольно-таки толстая. Не знаю. Но оставляем еще. Так, ну и вот эти друзья. Здесь нормально, икринка есть.
Ее прямо видно, что она вся зеленая. У ближней здесь стеночки, там у дальней есть. То же самое будем отсаживать, хотя красная самочка не особо. Я думаю, что она не нерестилась. А зеленая изрядно похудала, но всю икру все равно не выбили. Но мы их тоже будем отсаживать. Сейчас я самочек попробую сцедить. И все. Вот эту икру, вот эту соберем в один аквариум и будем инкубировать. Остальные пары останутся дальше пробовать отнереститься. Так, берем сачок, ловим самочку, наверное, зеленую сначала. Пальцы обязательно должны быть смочены в воде. Сейчас ее попробуем немножко сцедить икру. Получится у нас или нет, сейчас посмотрим. Так, самочка очень юркая такая. Ну вот, давайте попробуем. Вот икра идет, видите, сколько ее там еще. То есть она не полностью была выбита. Сейчас мы ее назад положим. Вот видите, икра, прямо она видно, вот зелененькая такая. Во, смотрите, сколько на пальце у меня, видите. Ну, ее отдадим рыбкам, пускай рыбки скушают и все. Давайте попробуем еще красненькую. Но икринка было видно, что зеленая, поэтому я думаю, что красненькая вообще не нерестилась. Ну давайте сейчас попробуем, что у нее. Опять же берем аккуратно, нежно рыбку и нежненько нажимаем ей на животик. Видите, у нее при нажиме легеньком ничего нету, то есть она видно, она закистованная, с нее уже ничего не будет. Но зелененькую давайте еще раз сейчас. Иди сюда. Вот, сейчас мы ее еще раз возьмем, еще раз попробуем сидеть. Потому что животик у нее еще очень толстенький. Давайте аккуратно. Берем аккуратно рыбку. Аккуратно все делаем, не причиняя ей вреда никакого. Вот, смотрите, икра, видите, еще идет. Ну все, уже практически нету. Все, все, рыбка плавает. Достаточно. Также выловил рыбку со второго нерестовика, там где был нерест. Тут такая зеленая самочка одна. Ну видите, икра была, но самочка все равно такая толстенькая. Вот, видите, какая плавает. Вот. Она валивая, красивая, но толстенькая. Сейчас мы попробуем с нее то же самое сидеть немножко икры. Ну вот смотрите. Вот, смотрите, какая она толстая, видите? Прямо видно, что она еще, икра у нее есть. Ну, самцы как сработали, так сработали. Вот, сейчас мы красиво выдавим ей икринку. Ой, нежно, нежно. Ну, что-то она не хочет. Вот икра, смотрите, сколько много ее, видите? Прямо весь палец в икре. Тоже отдаем эту икру на рыбке маленькой. Так, ну еще один разок ее. Немножко у нее икры заберем. Так, мокрые руки обязательно, мокрые, чтобы рыбке было комфортно. Давайте, вот видите, у нее животик еще большой, но это ничего страшного. Сейчас мы вот попробуем еще немножко у нее взять икорки. Вот, смотрите, сколько у нее, видите? Полный животик у нее. Полный, тихо, тихо, так. Ой, упала. Вы видели, да? Немножко было. Сейчас еще раз. Опа. О, у нее такой уже животик стал похудее немножко. Вот. Видите? Все. Я думаю, хватит. Не будем ее больше мучить. Все. Отсаживаем их в аквариум. Итак, ну вот можем видеть, сколько получилось икры. Это здесь была вот эта вуалевая самочка, что мы ее сцедили. И вот здесь, смотрите, столько икры, где вот были обычные у нас
Ну, обычная самочка зеленая и с красными самцами. И вон сколько тоже икры. Сейчас мы их все соберем в один нерестовик, и я вам покажу, сколько получилось всего. Итак, икра слета. Вот столько ее получилось. Она вся хорошая. Пропавшей нету ни одной. По крайней мере, сейчас этого не видно. Даже видно в серединке уже, прямо в икре, если присмотреться, видно, там такой зародыш есть. Сейчас сюда добавляю в этот объем воды таблеточку эритромицина. Растолчем ее, растворим в воде, поставим продувочку, закроем стенки аквариума бумагой, чтобы не попадал свет туда, прямой солнечный. И оставляем на инкубацию. Проследим, когда выйдет личиночка. Ну вот, прошли еще сутки. Уже обед второго дня, как эти рыбки отсажены, но с них толку нету. Видно, самочки закистованные. Самцы гоняют, но ничего у них не получается. И сейчас посмотрим на второй нерестовичок. Во втором тоже движения какие-то есть, но икры, конечно, нет. То же самое, самочек всех отсаживаем. И посадим их еще раз на нерест дней через 10. Возможно, будут какие-то изменения. Ну вот, сегодня вечер уже, 2,5 суток от момента нереста. Смотрите, можно видеть, как в икринках развивается личинка. Видите? Она вот прямо в икринке сидит. И можно так заметить, как даже она там двигается в серединке. Сейчас я попробую немножко ближе подвести камеру. Смотрите, сколько ее там, видите? И она там потихоньку шевелится. Ее там достаточно много. Это наша зеленая Даниоглафиш. Тоже групповой нерест. Видите, они там некоторые шевелятся, вон можно видеть. Я думаю, завтра к вечеру, или может даже некоторые уже к утру, начнут проклевываться. Видите, прямо уже готовая рыбка сидит в икринке, видите? У других, например, как у тернеции, так у нее немножко не так. Такая личинка прозрачная, выклевывается и все. А потом начинает у нее появляться глазки и все. А у Дани, вы видите, она сразу формируется прямо в самой икринке. И уже практически сформированный малек выклевывается. Ну вот, 3 суток ровно прошло с момента нереста. Практически вся личинка уже выклюнулась. Ну, некоторые еще сидят в икринке. Но основная масса, видите, уже выклюнулась. Некоторые даже вон висят уже на стекле. Ну, остальные пока еще лежат на дне. Вот, видите их сколько здесь. Ну, ждем, когда они поплывут. Итак, ровно 4 суток с момента нереста. Смотрите, малечка все больше и больше на стеночках висит, видите? Но еще нет плавающего малька. Ну вот, практически весь малек уже вышел из икринки. Лежит вот на дне нерестовика. Большая масса уже его висит на стеночках, еще больше, чем было вчера, например, да? Видите? Он уже практически сформированный. Уже видно у него, если присмотреться, вблизи видно плавнички, он ими потихоньку дергает. Но пока еще не плавает. Но я думаю, сегодня вечером уже поплывет.
С момента нереста прошло 4,5 суток. Мы видим, что большая часть малька уже сидит и висит на стеночках. Но уже, друзья, есть у нас и малечки, которые начали плавать. Водичка немного мутноватая, но вот можно видеть вверху, малечек уже некоторый начал плавать, видите? И сейчас, дабы не упустить первый раз, их покормим инфузорией. Я набрал их в шприц. И сейчас мы выльем эту инфузорию сюда прямо к малечкам. Прямо со шприца выливаем. Я думаю, что за ночь некоторые еще поплывут. Завтра к утру, я думаю, все будут плавать. А инфузория сейчас, как правило, она стремится кверху. То есть к поверхности воды, к чистому воздуху. Она поднимется вверх. И малечек уже начнет ее кушать. Вот видите, сверху его можно наблюдать. Он еще не весь плавает, но я думаю, за этим долго время не пройдет. Итак, 9 дней с момента нереста зеленой данио клофиш. Малечек такой достаточно еще мелковатый, но очень хорошо кушает инфузорию. Я его сейчас кормлю инфузорией. И достаточно так хорошо растет. Ну, миллиметров по 5 уже такой есть. Ну, с учетом того, что он вылуплялся дня 4. Вот. Достаточно нормально. Хорошо кушает. И понемножку прибавляет в росте. Друзья, подписываемся на канал, ставим лайк. До встречи на канале Разводня как хобби.